Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Что скрыто? Тайное. Что прояснится и станет явным? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите или пока еще не знаете, а это случится. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Давайте узнаем, что происходит за вашей спиной. В конечном счете прояснится с 1 по 10 ноября. А я бы сказала, это и не только с 1 по 10, а несколько дальше. Скорее, это будет история с продолжением. Ну, как минимум, я вижу до конца года. Поэтому есть смысл вернуться к нашему видео, поскольку именно в этот период 9 ноября Уран меняет знак и переходит из знака зодиака Близнецы назад в Телец. И для вас это тоже хорошее время. Это значит, вы можете упорядочить вопросы некоторые, которые прежде вставали на паузу, или была какая-то жизненная метаморфоза. Вот теперь вы будете адаптироваться и организовывать какой-то новый порядок. Прояснятся многие вопросы. Но для вас вот это возвращение Урана в Телец, особенно если у вас еще асцендент в Тельце, то действительно есть какая-то возможность, знаете, как и завершить, чтобы потом правильно начать что-то очень благополучное. Ну и Юпитер, планета великого или большого счастья в вашем знаке зодиака именно под конец года проявляет свои самые положительные моменты. Поэтому для вашего знака зодиака тут все во благо, по крайней мере, я это вижу именно так. И пусть это будет далекая дистанция, но вот квинтэссенция событий может развиваться или проясняться с 1 по 10 ноября. А дальше увидим. Мы еще не одно видео с вами сделаем. Итак, первое, 3 карты. Вот вам и 3 карты сразу. Хотите, нате. И посмотрите, любовь, карта силы. Кстати, карта критического мышления и дипломатии. Нам с кем-то придется договариваться. И пусть наши эмоции, вот словно лицо, да, девушки делится на две половины. Половина, как львиная грива. Это вот эмоции где-то могут зашкаливать. Будьте к этому готовы. Эмоции точно. А еще и жизненный драйв, может быть, какие-то перемещения, активный период жизни, что-то вам будет нравиться. Но явно тут не про болото. Ну и выбор, а может быть, любовь, страстная, мои дорогие, запросто. Для вас, мои дорогие мужчины, вот есть женщина, с которой хочется быть. Именно любовная история, личная история. А в несколько увядшие отношения в паре, значит, словно свежее дыхание весны, когда вы сможете вспомнить, что вы не просто, может быть, мама и папа, муж и жена, да, вот так вот рутинно все звучит. Мы забываем о том, что мы когда-то любили друг друга, и когда-то были вот эти бабочки в животе. Вот здесь у кого-то, знаете, как чувства вспыхнули с новой силой. И такое тоже может быть. Вы можете отправиться куда-то спонтанно. Какие-то, в принципе, могут быть спонтанные поездки, и вам это все будет нравиться. Пусть так и будет. Давайте узнаем. Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Того, что скрыто, и того, что прояснится. Пусть пока вы этого не видите, пока не знаете, а это случится, с чем это будет связано. 3 карты, 3 знака судьбы для знака зодиака Рак. Первую декаду ноября с 1 по 10. Чего вы не видите, а это случится. Чего вы не знаете или о чем не подозреваете, это случится или произойдет. Итак, знаки судьбы. И если уж мы сказали, что прояснится как тайное, достанем карту и узнаем, к чему быть готовым. Что уйдет, что завершится, или что завершите, или от чего вы откажетесь сами. Ну, может быть, это как итоговая карта. А что нового придет взамен, кто или что спешит в вашу жизнь, на ваш порог. И по основным сферам жизни. Чего ждать в любви, в личной жизни, чего ждать в сфере финансов, ну и чего ждать в работе, в каких-то согласованиях, подписаниях, документах, важных встречах, контактах, бизнесе, у кого что. Итак, первый знак судьбы. Но, правда, тут может быть любовь. Вот все то, что я сказала по 3 перевернувшимся картам, скорее всего, вы тут какие-то ориентиры будете брать. Может быть, это для кого-то из вас конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака, стихии огня.
Овен, лев, стрелец, хотя не обязательно. Иногда это просто карта-сигнификатор сильного человека. Она может говорить как и о вас самих с какой-то перезагрузкой. Ведь что отличает королеву жезлов? Что она прошла какой-то сложный опыт. И вот этот опыт ей помогает идти дальше правильными шагами. Ну, наверное, это как в пословице. Пусть я не имею возможности что-то заново начать, но я могу правильно что-то закончить. Потому что наперед это королева жезлов правильно работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. Вот поэтому работа с информацией, финансовая сфера, где-то вам карта уже обрисовывает, если даже это скрыто, но, видимо, эти две сферы личной жизни и финансов, как минимум, с учетом 3 перевернувшихся карт, требуют своего внимания. Но финансы это может быть тут все что угодно. Это и благополучие, какие-то, может быть, приобретения домой или дома вы что-то будете переделывать, перестраивать, движимое или недвижимое имущество. Мы тоже можем свести к финансам. Какие-то вопросы, которые больше на перспективу. И хорошее настроение, мои дорогие. И иногда страстная любовь. Почему? Когда, мои дорогие девочки, вы можете к себе словно притягивать, как магнит, внимание противоположного пола. Или для вас, мои дорогие мужчины, есть важная женщина, с которой очень хочется дружить поближе. Второй знак судьбы. Ну, вот карты живут своей жизнью, я уже говорила. Вообще по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. Ну вот мы как раз спрашиваем, что скрыто. Неожиданности какие-то, ладно? Давайте немножко проясним, а это нам о чем? Кстати, это карта скорости. И она говорит, если у вас складывается, мои дорогие, ситуации, вот чего вы не видите, это уже не шутки. Не потеряйте времени. Потому что мы можем время потерять именно потому, как долго раздумываем. А надо, а не надо, а поеду, не поеду. Вот, знаете, налегке собраться и отправиться. Увидеть своими глазами или, переместившись в конкретную местность, тоже, может быть, поговорить с кем-то, разузнать. Или пусть это будет как в какие-то инстанции поездка, да, но это вы сами, вы не догадками живете, а уже больше конкретики в вашей жизни. Это вы сами быстро собираетесь и что-то проясняете. Вам задача, посмотрите, не находиться словно вот за таким импровизированным забором, куда мы сами себя можем, ну, поместить. И вот же что интересно, иногда по этой карте нам говорят, вообще это в герметической колоде Таро карта великой силы или великой мощи. Задача, куда применить эту силу. Есть и другое значение. Ты сделал все, что мог. И вот теперь ты сделал все, что мог, и к этому накопил силу, и теперь нельзя ее как-то хаотично куда попало расходовать. Здесь продуманные действия ваши. Вот все то, что я сказала по королеве жезлов. Она поднималась уже с колен, то есть у нее уже был какой-то очень сложный опыт. И этот опыт должен вам буквально помогать не совершить какой-то ляпсус, но и не застрять где-то. Тут же вот мы именно можем застрять в нерешительности. Пойду, не пойду, поеду, не поеду. Ну, где-то вот дополняет. Может быть, в разных сферах жизни. У кого-то это в работе, у кого-то в личной жизни. А у кого-то, может быть, бумагу надо важную подписать. И узнать для этого, как работает, к примеру, в отношении вас закон. И перед тем, как подписать, нужно обратиться к юристу. И тогда это надо не оставлять на какой-то энный последующий срок, а собраться и поехать, пойти, договориться, да, чего это может касаться. Какой-то прежней истории. Вот вы знаете, по этой карте ведь тоже нам говорят про опыт, опять же, да, с колен, если подымалось. Сердце когда-то было словно пронзенное, раненое сердце. Когда-то оно кровоточило, но уже успело зажить. Вот в этой колоде карт нам очень хорошо показывают шрамы. Да, заштопанное. Но шрамы никуда не денешь. Они останутся с вами на всю жизнь. Были какие-то разочарования. Когда-то вы кричали словно от боли. Несправедливость какая-то была в отношении вас. Или что-то не нравилось. Что-то переворачивалось с ног на голову. Но это все в прошлом. Любая тройка – это карта будущего. Так вот, взамен вот этой боли, вот этим страданиям наступает здоровое равнодушие. Когда мы видим ситуацию, идем по ситуации и никаких эмоций. Но холодная голова и здоровое равнодушие в некоторых вопросах, которые могут стать перед вами вот так вот неожиданно, может быть, и нам говорят.
Будь готов к неожиданным каким-то моментам, событиям. И не надо закрываться от них. Тут, наоборот, нужно поставить в чем-то точку. Причем вам в этот период будет или довести до ума, может быть, какое-то дело. Нам ведь может возвращаться какое-то дело, тема или вопрос, который связан с прежним каким-то, ну, может быть, дистанция по времени или с прежним каким-то, может быть, человеком, взаимодействием с конкретным человеком. И вот теперь приходит пора, когда мы должны внести ясность. И ясность мы можем внести, когда у нас здоровое равнодушие. Мы тут и не замечтаться не должны, и, может быть, у кого-то еще и оформить документы с тем человеком или прояснить обстановку, которую мы не хотим видеть. Вот тут у вас что-то будет проясняться по прошлой ситуации. У кого-то это может касаться дела, работа, бизнес или откуда к вам приходят деньги, жезлы, да, нам говорят об этом. А у кого-то это может быть и личная история. Вот это тоже, правда, такое вполне вероятно. Будьте к этому готовы. Поэтому, видимо, никаких эмоций. Третий знак судьбы. Ну, иногда мы можем на что-то не решиться. Вот вам как будто нужно, понимаете, может быть, с одной стороны, карта говорит, тебе придется контактировать действительно с теми людьми из прошлого, которых ты знаешь хорошо, и которые отчасти могут быть виновны в том, что какая-то история ваша встала на паузу. Вот, кстати, я этого не исключаю. Когда вы, словно вот как эта девушка, вынуждены были долгое время смотреть в окно и ничего не могли сделать. Давайте, что же это за знак? Проясним немножко. Опять двойка. Двойственная именно ситуация, какая-то ситуация, ну, если не подвешенного состояния, то это как какой-то тупик. И вроде выбор нужно сделать, и выбор непонятен. А что теперь? Ага. А это правда, причина и следствие. Тут какая-то справедливость будет восстановлена. Вот это точно. Это может быть тема, которая долгое время тянулась. У кого-то, может быть, это было связано с судами конкретно. Иногда карта об этом говорит. Я допускаю, что это у кого-то могла быть и история личной жизни. Почему нет? Мы все разные. И пусть объединяет один знак зодиака, а судьбы-то у каждого разные совершенно. У кого-то это могла быть история личной жизни, когда, ну, не сложилось уже. И, может быть, де-факто ваши отношения завершились как таковые много лет назад. Ну или давно. И за это время вы уже другого человека встретили. Но де юре еще что-то не оформлено. Значит, довести до ума вам где-то теперь придется. Может быть, этот подобный какой-то вопрос, это касалось работы или какой-то именно больше деловой сферы. И вот здесь тоже нужно довести до какой-то логической точки или завершить. Это карта кармы еще в некоторых колодах. И если я сказала причина и следствие, то есть такое значение. Если мы раньше сделали что-то хорошо, то нам пространство, Вселенная, пусть через помощь или руками других людей возвращается то хорошее, что мы когда-то совершили. Вот как бы, понимаете, справедливость, она именно в этом восторжествует. И значит, нужные двери откроются, нужные какие-то согласования состоятся. Или в тех вопросах, когда было ни шатка, ни валка, когда вы словно выжидали и, может быть, были вынуждены, то теперь наступит разрешение этого вопроса. Конечно, я не исключаю, говорят, как аукнется, так и откликнется. Если мы допустили какой-то ляпсус, ну тогда это время самое благополучное, чтобы этот вот баланс, да, баланс в первую очередь, весы восстановить. Для вас, правда, доброе время. Ну, куда ты денешься без каких-то выводов и решимости? Вообще, это карта независимого человека, но независимость, она не путем каких-то настойчивых доказательств, догмы, конфликта. Нет, это прообраз Юдифи. И я не углубляюсь в историю, почему Юдифь вошла в Библию, и это было, конечно, давным-давно. Но самое главное, как известно, отрезала, так отрезала. И, кстати, в герметической колоде Таро она вот конкретно прообраз Юдифи идет по королеве мечей. Поэтому, скорее всего, выбор, он неизбежен. А выбор это значит, что мы на двух стульях нам уже надоело сидеть. И в две стороны мы сразу не пойдем. Да, вот этот баланс – это внутреннее состояние души. Или какой-то вопрос
который был несправедливый. Вот справедливость, она должна восторжествовать. И справедливость и Юдифь это очень, кстати, близко. Но нам придется от чего-то отказаться. Или как убрать какую-то досадную помеху. И для этого придется действовать. Но действовать грамотно. Юдифь, как известно, надеялась сама на себя. Да, с ней была служанка, но служанка понятия не имела, что она там будет делать, что и скажет. Я прошу извинения, была вынуждена прервать видео. Так вот, я хотела сказать по поводу Юдифи, что нам придется, понимаете, как рассчитывать на себя, самое главное, так и делать своеобразный выбор, потому что, видимо, обстоятельства дойдут до какой-то как последней точки кипения. Вот такое у кого-то может быть. Или когда не остает нам, или не оставляет нам жизнь или обстановка продолжать что-то в прежнем русле, потому что это уже, с одной стороны, и вам надоело, да и обстановка, она как будто требует вот этих самых перемен и принятия вашего решения. Но это, безусловно, знаете, как, может быть, даже если это у кого-то напрямую связано с судом, кстати, иногда или с какими-то разбирательствами, подписаниями договоров. Понятно, что вот рационализм, холодная голова нам будет помогать, хотя для кого-то будет важно еще и мнение специалиста, юриста, адвоката, как правильно сделать. Тут ведь нам говорят, что нужно сделать по закону. Ну, как-то так. Ладно, давайте пойдем дальше. Что тайное для вас, мои дорогие, прояснится? А вот как раз и прояснится, почему был какой-то, словно стоп, как шлагбаум закрыл вам какое-то продвижение. Может быть, это было связано с какой-то грустной историей по части личной жизни. Что прояснится? Это когда мы складываем оружие. Это когда ситуация, вы не могли что-то, ну, как ее изменить. Или переломить как будто, да? И вам ничего не осталось, как сложить оружие и, ну, согласиться с тем, что есть, может быть, да? И вот именно по части какого-то застоя или какой-то паузы у вас здесь будут прояснения. Давайте достанем дополнительную карту, с чем это может быть связано. А вот вам карты даже говорят некоторые вопросы, словно вот по аркану умеренности ангел наблюдает за вами. Здесь у вас многие вопросы, которые, может быть, они не будут решаться как-то очень быстро, или пусть это будет один какой-то вопрос. Но видимо, вот эта справедливость, она должна восторжествовать. Вы знаете, в принципе, нам говорят, ты куда-то не торопись. И, может быть, тайное станет явным. Тут как будто всему свое время. И тогда приготовьтесь, мои дорогие, что, скорее всего, не только в эти 10 дней, но как минимум до конца ноября, может быть, день за днем. Знаете, как одна тайна открылась или один вопрос какой-то у вас прояснился, потом следом еще идет какое-то прояснение, а может быть, у кого-то из вас очень сложная ситуация, которая вот как много компонентов или как цепь, но она имеет много звеньев. И все они взаимосвязаны. И пока вот это выстроится в какую-то логическую цепочку как раз, или траекторию, для этого тоже потребуется время. Все же у нас именно говорят о том, что, ну, тут, понятно, и вам нужно самим решиться и не потерять время, нам уже об этом сказали. Но есть еще и такой момент, когда хотим мы или не хотим, все-таки старшие арканы, справедливость и умеренность, что тут действительно что-то прояснится, и для этого все имеет вот как свой срок. Что идет или от чего вы, может быть, откажетесь сами? А вот смотрите, я только что где-то об этом говорила. Может быть, ожидание, какую-то невозможность именно, или невозможность что-то преодолеть. Какие-то вы находились в стесненных условиях или в вынужденных каких-то условиях. И это, возможно, был длительный период. И теперь вот, может быть, прежде, вот как по этой карте, это карта искаженного восприятия. Если мы спросили, а что уйдет, или от чего вы откажетесь сами, искаженное восприятие. У вас какой-то был очень сложный период, мои дорогие, очень сложный. Он сложный был именно психологически. Может быть, это вы себя как уговаривали, успокаивали, и только вы одни, вот я смотрю на эти карты, и я могу сказать, у вас был именно психологически какой-то очень сложный период, который вы, ну, может быть, это как ангела-хранителя буквально призывали. Или надеялись на какую-то справедливость. Вот шаг за шагом у вас выравниваться будет эта ситуация. И вот эта карта, когда, может быть, прежде, и на самом деле психологически, ведь мы, когда мы сталкиваемся с тем, что против нас, ну,
как-то несправедливо поступают, или не в нашу пользу что-то решается. Мы очень это переживаем. Вы знак скрытых людей или скрытных людей. Правда, вы не всем подряд будете доверять свои, понятно, тайны или даже просто переживания. Вы болеете сами этим. И иногда вот когда мы начинаем обдумывать, а почему так получилось, а почему так человек поступил, мы ответов ведь не находим. Но согласитесь, почему? Это не с нами связано. Это вот почему-то так не очень правильно поступают люди. И мы вот в этих почемучках где-то настолько вязнем, что мы уже не видим того, что происходит на самом деле, потому что мы все время оборачиваемся к той изначальной ситуации, которая возникла. И в результате вот возникает это искаженное восприятие. Когда мы начинаем сомневаться, может быть, уже на ровном месте, или когда мы начинаем еще хуже того, копаться в самих себе. Глубокая философия на мелком месте. Вот как раз об этом эта карта. Когда девушка, она долгое время была вот в таком состоянии, с завязанными глазами и словно опутанная, да. Уже теперь это все поменялось, но она еще пока видит какую-то прежнюю ситуацию. Она не ушла, она ее чувствует. И мы с вами говорили о вот этом сердце. Уже теперь шрамы заросли, уже теперь не кровоточит, уже так не болит, мои дорогие. Но периодически шрамы будут напоминать, хоть и сердце заштопанное. Но все же, видимо, с 1 по 10 ноября вас, вот знаете, говорят, меня отпустило. Ну или это как какой-то груз забот, может быть, или каких-то проблем, которые вы ощущали именно как непосильную ношу, будет легче. Может быть, это с какой-то новостью связано, с доброй, которая проясняет что-то. Или, кстати, это связано с каким-то специалистом, который даже буквально по закону вам расскажет, как в отношении вас работает закон. А вы тут могли такого себе надумать, что ой-ой-ой, понимаете? Так вот, что уходит? Вот это восприятие искаженное. Какая-то тревога. По этой карте тоже идет постоянная тревога. Вот это все уходит. А что придет взамен, мои дорогие? Кто или что спешит на ваш порог? Вы знаете, карта Луна для вашего знака зодиака, это, знаете, как символ защиты своего рода. Только вы сумеете, Луна с этим светилом, это светило ваше, по сути, как планета-управитель. Слушайте свою интуицию, что приходит взамен, когда карта все-таки говорит «береги себя». По этой карте со знаком плюс проигрываются как раз дела домашние, эмпатия. Это какой-то конкретный человек, который вас любит. И это не за что-то любовь, да, или это не интерес, а это искренность. Но, может быть, внешние события требуют, мои дорогие, чтобы вы себя берегли. И когда выпадает аркан Луна, я всегда говорю, остерегайтесь толпы. Или если вы оказываетесь, ну, пусть в какой-то общности, и каждый там про что-то свое говорит. Вас к чему-то уговаривают. Или уговаривают принять чью-то сторону дела и принять чью-то позицию. Вам тоже и ни вправо, и ни влево. Вам как будто своей дорогой, своим путем. Вам сейчас максимально на каких-то нейтралках надо пройти. Вот именно потому, что тут еще что-то будет проясняться. Отнюдь не с 1 по 10. Это где-то продолжится, и мы с вами об этом говорили. Ладно, давайте достанем еще одну карту. Всему свой срок, даже не сомневайтесь. В принципе, 8 жезлов – это карта трансформации, когда 1000 дорог сойдутся в одной точке. И когда мы будем выруливать как на обгон, когда мы уже набираем темп, когда вот эта трансформация проходит. Ну, наверное, самому себе приказать «все, завтра я думаю иначе». Так не получится. Приказать или сказать мы можем, но какие-то процессы, они должны завершиться. Поэтому, ну, как не насилуйте себя, да, не пришпоривайте себя, всему свой срок. У вас совсем скоро, ведь это уже карта, то, что приходит взамен. Посмотрите, это очень яркая карта. Кстати, что приходит? Здесь может быть какая-то новость, которая вас заставит быстро собраться куда-то, отправиться. Нам снова об этом говорят. Это вот перезагрузка может, или, как знаете, точка нового отсчета может начаться либо с новости, или пусть это будет у кого-то получение звонка, разговора важного, или пусть это как СМС,
или получение какой-то важной бумаги. И вы понимаете, что ну все, вот теперь пора. Вот будет эта пора, когда вы это и прочувствуете себе, самим скажете. Любовь, личная жизнь. Ну, я бы сказала, не сглупить так точно, а для кого-то новый жизненный этап. И тут у каждого по-своему. Но вообще по этой карте идет воодушевление и желание путешествовать, желание перемещаться. Поэтому личная жизнь — это имеется в виду ваша личность. И мы говорили, может быть легким на подъем, быстро куда-то отправиться, когда интересы заменяют вот это искаженное восприятие, когда хочется уже больше общения с людьми, когда на каких-то вы более, ну, таких воодушевленных, оптимистических оборотах или оптимистичных общаетесь с другими людьми, когда вы вообще готовы идти вперед или исследовать какие-то новые горизонты, какая-то перезагрузка, нулевой аркан, начало, мои дорогие. А что это еще? У кого-то, правда, это может быть связано с важными согласованиями или, может быть, даже с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или, может быть, с этим человеком связаны какие-то договоры, но эта карта еще и узких специалистов, опять же. У кого-то может остаться такая сложная личная история любви даже, почему нет? И тогда здесь перезагрузка. Раньше друг друга не понимали, а здесь, как, знаете, отношения, обновление отношений. Я такое допускаю. Пара, потому что королева мечей и король мечей выпадает. И сложным людям, когда они встречают точно такого ресурсного, как и вы сами, человека, но, знаете, с простым неинтересно, а со сложным всегда сложно. И пока мы договоримся, пока мы какой-то свой общий горизонт или направление вместе научимся видеть, это всегда проходит какое-то время. И не всегда с первого раза, увы, люди слышат, понимают друг друга. Или доходит вот это понимание, что ведь мы во многом зеркалим друг друга, и поэтому начинаем думать как-то не очень правильно. Может быть, вы именно такого человека встречаете, который вас несколько зеркалит, и вы умеете думать где-то вот так вот холодно, рассудительный человек точно так же. Вы, может быть, в вашей паре боитесь показать свои уязвимости один другому. И как будто вы одеваете маски, один другому доказывая, кто сильнее. И пусть это не для каждого, но у кого-то это проиграется. И отсюда начинается недопонимание, потому что мы о чем мы думаем? Мы сразу думаем, ну, человек мной манипулирует. А нет, человек тоже где-то закрывается, потому что боится быть уязвимым. Вы знаете, я бы тогда сказала, вот ваш знак зодиака, он ведь силен чем? Когда вы себе будете задавать, к примеру, не такой вопрос, что я потеряю, допустим, а чего я должен не упустить? Ведь, как известно, именно знак зодиака Рак, он и силен тем, что если он видит, что какая-то возможность ускользает, он буквально вцепится, и он будет держаться до последнего. И уже это не заберет никто. То есть тут не то, что раздумывать, а в чем я проиграю, или там, что я могу потерять, а тут именно немножко по-другому поставить вопрос. А что я могу упустить? И вот если вы так подумаете, вы знаете, вы, может быть, это как преломление реальности. Ну, пусть это и не у каждого, но, может быть, кто в сложных отношениях, это кому-то поможет. Вы правда можете зеркалить друг друга, и из-за этого могут быть какие-то недопонимания. Так вот, обновление в отношениях запросто. Может быть, важные разговоры. Но я здесь вижу, кстати, для кого-то из вас, для тех, кто нулевой аркан, может говорить о новом знакомстве. Для тех, кто один или одна, запросто. Но тогда тоже человек, вот все то, что я сказала, не совсем простой. Что же там в сфере финансов, чего ждать? Ну и ждите финансов. Вы люди работящие, вы люди трудоспособные, ответственные. И восьмерка пентаклей, она, конечно, говорит о рутинной работе, но зато работа есть, работа будет, и деньги есть, и деньги будут. Все идет своим чередом в эти 10 дней. Это одна из лучших карт, как и на работу, так и на деньги. Было бы желание,
и все у вас тут будет и схвачено, и контролируемо, ну и без денег вы не останетесь. Сфера ваших достижений, чего ждать? Семья, любовь, благополучие, благосостояние. Может быть, ситуации по части недвижимости, договоренности, что я долго говорила даже в сложных отношениях. Вообще вот так вот в целом, если на благополучие возьмем, и вот это вот все такое сложное, где-то философско-психологическое, да, а если вот наше теплое такое земное, работа, финансов, все под контролем, десятка чаш, взаимопонимание, счастье, радость, полная гармония, эмпатия. То, что вы любите, то, что вы хотите. Это достижение. Это можно как и стремление к этому, да, и то, что мы не одни. А в принципе это с 1 по 10 вот такие энергии спешат, мои дорогие, на ваш порог, в вашу жизнь. А наступит время, так тут еще и какой-то драйв у вас добавится, и скучать будет некогда. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.